Приветствую! Запишу небольшое видео с обновлениями графиков. По биткоину у нас была небольшая свечка с такой длинной тенью снизу, которую откупили. После чего мы, естественно, пошли дальше. Формируем дивергенцию дальше. Объем у нас снижается. Вполне вероятно, что это была волна 4 в третьей нашей волне. Размечать смысла особого нет. Ждем, как и прежде, отмеченную зону. По-прежнему актуально. Далее смотрим эфириум. Свечка здесь была аналогичная. Также можно отметить, что это была волна 4, которая зацепила. И после чего мы пройдем волну 5. Но также эту разметку можно снести. Просто ожидаем, когда же мы придем в отмеченную зону. Прогноз актуален. По риплу у нас он ходит не так, как все. Здесь мы прошли 3 волны. Ожидается волна вниз. Здесь она, в принципе, у нас уже прошла. Импульс состоялся. Зацепили отмеченную зону. Вполне вероятно, что здесь может завершиться движение вниз. Мы пойдем выше. Ну, либо мы еще раз обновим лой. Нужно будет понаблюдать. Пока сильных объемов нет, чтобы говорить о том, что это заходной. Волны также 3, что говорит о коррекционном движении. Далее здесь нужно ждать подтверждения. Пойдем ли мы выше? Для этого мы должны пробить вот этот лой и сформировать заходной 5-волновой импульс. Пока здесь только 3 волны, поэтому вероятность пойти ниже, выше. Посмотрим дэш. По дэшу мы уже дошли в эту зону. Давно в ней находимся. Сформировали также с большей вероятностью волну 3 и 4. Еще одна волна 5 нас ожидает. Будем дожидаться движения. По аде также с большей вероятностью есть возможность сходить повыше. 1, 2, 3. Здесь формируется четверка. Еще 5. Объемы повышены. Индикатор без дивергенции, что говорит о том, что еще одно движение наверх нас ожидает с достаточно высокой вероятностью. EOS все так и не может доползти до отмеченной зоны. Казалось бы, уже все слили. Но нет, он идет выше, но не сильно, не так, как все. По-прежнему прогноз не отменен, но и не сработал. Ожидаем отмеченной зоны. Аналогично и по эфириуму классику. Ожидаем отмеченной зоны. Цель пока не выполнена, но прогноз актуален. Так, и добавил я еще одну монету на сегодня. DOT. Ее большинство людей просило в комментариях. И давайте покажу я общую картину. Размечал я ее достаточно долго. Высматривал на маленьких таймфреймах. И вот сейчас покажу, что у меня получилось. А получилось то, что у этой монетки Polkadot достаточно хорошая такая вероятность из того, что я вижу, пойти еще намного выше. То есть мы завершим вот здесь импульс, потом все вместе откорректируемся, потом нас ждет еще импульс в 5-й волне, который же будет завершать вот здесь вот несколько волн, после чего мы пойдем еще на большую коррекцию и затем еще пойдем на перехай, завершая глобальную тройку. Прогноз, как вы видите, вот он. Отмеченная зона, куда должна была дойти коррекция. Мы ее зацепили тенью и начали формировать что-то типа треугольника. Из него мы можем пойти как пониже и потом наверх, так и сразу наверх. Хочу еще сказать о отмеченных зонах. Все, что вы видите, это всего лишь мои предположения касательно цены. Никаких прогнозов и даже предположений касательно времени выполнения нет. То есть, например, если у меня вот здесь грань стоит на 23 февраля, это не прогноз, что это будет 23 февраля. Вот, горизонтальную штуку смотрите. Прогноз, что это будет в районе 48-49. Прогноз цены, но не времени. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем счастливо, удачной торговли.